Всем привет, добро пожаловать! В этом видео я покажу вам косметику, духи, всевозможные косметические средства, которые я использовала на протяжении 2024 года. Расскажу о том, какие средства я буду покупать снова, какие нет, покажу альтернативы. И вот в таком вот образе женщины с 80-х, почему-то мне вот захотелось именно так сегодня быть. Я себе напоминаю вот эту вот женщину, которая на корпоративе поет про песню про «Мой новый герой». Не знаю почему, такой вот настрой. Вот в таком вот виде, да, с таким настроем я сегодня вам все покажу, расскажу. Давайте все смотреть. У меня есть вот такой вот большой пакет, он заполнен всеми пустыми банками. Давайте в порядке очереди начнем все смотреть. Итак, вытаскиваю, что тут у нас. Это Делина. Делина, что про нее сказать? Один из самых комплементарных ароматов. Личи, роза, ваниль. Самый такой вот, как это говорится, крауд-плизинг, то есть народу нравится аромат. У меня версия Делины эксклюзив, у меня вот уже совсем на донышке там осталось. Что я могу сказать? Я планирую к покупке ее также в 2025 году, потому что аромат очень женственный, он мне очень нравится. Ну, все, флакончик прижился, поэтому если у вас, например, нет вообще никаких парфюмов, да, и вы не так, чтобы сильно увлечены парфюмерией, но давно посматриваете в эту сторону, обязательно попробуйте Делину. Насколько я знаю, она продается в небольших версиях, travel и так далее. Поэтому Делине быть, мы с ней не прощаемся. Дальше достаем следующее средство, и это у нас, это у нас Давинос, вот этот супер раскрученный, значит, текстурайзер. Что я могу сказать? Нет, я не буду его покупать. Я в видео про волосы говорила. Я окончательно решила, что, это очень дорого, а для моих и так вьющихся волос текстурайзер не нужен. Для этого вполне справится и пенка, и спрей, и все что угодно. Средство имеет очень приятную отдушку, дорогостоящее, как это говорят, дорого пахнет. Господи. Ладно, значит, средство это текстурайзер, такой смесь, как я понимаю, лака для волос и текстурирующего спрея. Ну, я понимаю, что это такая хотелка баловство в качестве подарка, кстати, может быть неплохой, если девушка вот любит такие средства. Но мне он отслужил все, но в следующем году мы с ним уже не встретимся. Хотя, если кто-то захочет мне его подарить, я не откажусь, но сама покупать не буду. Так, дальше залезаем, что у нас тут. Так, давайте вот. Значит, Балея Q10 антифальтон Нахт крем. Ночной крем. Полностью я его израсходовала. Брендом Балея. Это немецкий бренд. Я пользуюсь, наверное, уже лет, чтобы не соврать, 10. Это крем, который мне очень нравится. Я покупаю и буду покупать Балея, пока она продается, да. Хороший ночной крем. Я думаю, что я возьму себе в качестве альтернативы какой-нибудь другой, погуще, наверное. Но этот вполне неплохой, поры не забивает, никакой реакции. У меня очень чувствительная кожа, реактивная, склонная к красноте. Полный набор, помимо возрастных изменений, есть еще вот это. Мне понравился, вот он называется антифальтон Нахт крем. Если вы живете в стране, где представлена сеть DM, это их бренд, там он стоит, конечно, раза в 2-2,5 дешевле, а так у нас, в принципе, на маркетплейсах можно купить. Но крем ночной неплохой. Следующее средство, это у нас Manuka Honey Creamy Mask, кофеин и церамид, Hyaluronic Acid от бренда Riche. Это маска для лица. Что я могу сказать? Это маска с медом. Моя кожа отреагировала нормально. На нее какого-то невероятного увлажнения или изменений я не заметила. Поэтому я эту маску, честно, доиспользовала. Буду ли я... вернулись обратно. Буду ли я использовать эту маску еще раз? Нет. Но маска неплохая. То есть увлажнение, такая кожа приятная, без раздражения, но какого-то эффекта, прямо что вот покупать второй раз, я не стану. Так, что у нас дальше есть еще? У нас есть Zeytun Beauty Butter Mandarin and Pomegranate. Вот так выглядит. Я его вот полностью израсходовала. Прекрасное средство для кутикулы, для локтей, для пяточек, в целом для кожи. Немножко такая структура у него зернистая. Но мне вообще нравится бренд Zeytun. У них очень приятные отдушки. Средства здесь очень много, я довольно долго его использовала. Вот этот крем я чаще всего с собой брала в разные поездки, вот куда-то, когда я ездила, командировки, потому что он, что называется, для всего, для всех стратегически важных мест.
Поэтому вот Beauty Butter прекрасно. Еще бы вот он не был такой слишком сильно зернистый, потому что он должен подрастать. Но в целом я его думаю, что я куплю, может быть, просто с другой отдушкой. Но средство очень даже неплохое. Идем дальше. Так что вот. Это у нас Tom Ford Кафе Рос. Кафе Рос. У меня было 30 миллилитров. Вот они. Что могу сказать? Буду ли я покупать этот парфюм еще раз? Да, но если с какой-то большой скидкой. Аромат мне очень нравится. Он очень изящный. Парфюмы с кофе, как я говорила неоднократно, у меня с ними такая вот любовь и ненависть. Есть парфюмы, которые меня покорили. И керосин, например, да, парфюм. И я не всегда люблю аромат кофе. Все-таки для меня это больше такой аромат, наверное, для помещений, чем для человека. Хотя есть действительно очень красивые и достойные композиции. Здесь мне нравится роза с кофе. Очень хрустальный аромат, диффузный. Ну, в общем, я подумаю, если покупать, то, наверное, уже большой флакон. Так что мы пока с ним временно прощаемся. Аромат очень красивый, универсальный. Мне кажется, он подойдет и мужчине, и женщине. И здесь есть маленький вот такой вот объем, что хорошо, если, например, вы хотите сделать подарок, да, ну, скажем, такой ограниченный, может быть, в средствах. Так, следующий у нас будет, это у нас Цикобиом тонер от бренда Max Clinic. Этот тоник, он заявлен как тоник для чувствительной кожи, что он увлажняет, ну, в общем, что только он не делает с вашей кожей. Что я могу сказать? Ничего особенного. Мне даже показалось, что у меня как-то даже, может быть, увеличились покраснения, не знаю, на лице, но повторять я его точно не буду, хотя надежды я на него возлагала. Сейчас у меня другой тоник, я вам покажу. Hyaluronic Acid Hydrating Toner от бренда J. June. Вот он так вот выглядит. Я подпишу название средств. Я не даю никаких артикулов, потому что моя задача не продавать вам эти средства, а просто о них рассказать. Собственно, вот этот тоник мне нравится больше, потому что он действительно увлажняет. В принципе, можно, даже я бы сказала, и без крема, то есть кожу не сушит. И пока он у меня в таком режиме теста, поэтому вот этот вот мы с ним прощаемся, а вот этот у нас приходит ему на смену. Идем дальше. О, что тут у нас такое? Маска для волос Absolute Repair L'Oreal. Такая уже вся она. Это уже не первая банка этой маски. Что могу сказать? Она со мной будет в следующем году. Мне очень понравился эффект. Я знаю, что есть люди, которым не нравится Absolute Repair, кому не подходит, кто считает, что тут слишком много силиконов и прочего. На эту тему мне очень нравится видео одного известного блогера Алексея Житковского. Если вы поняли, о каком видео идет речь, обязательно поставьте плюсик. Поэтому эффект есть, мне нравится, увлажняет волосы, причем в зависимости от того, какой у вас настрой. Вот если, например, вот у меня волосы пористые, вьющиеся, осветленные, поэтому он дает достаточно такой структурный завиток. Да, конечно, если я бы там, может быть, еще использовала какие-то дополнительные средства, он бы выглядел бы более аккуратно, чем сейчас. Но в любом случае это средство мне нравится, в том числе и для тех дней, когда я хочу делать гладкую укладку, поэтому Absolute Repair, да, я ему говорю да. Следующее средство у нас будет, вот, значит, черный жемчуг, двухфазное средство, экстремальное увлажнение, 100% гиалурон, ледниковая вода, снимает стойкий макияж. Слушайте, за те деньги, которые они берут, вполне неплохо. У меня что от Nivea, вот этого двухфазного средства, щиплет немножко глаза, что от этого. Но в целом с макияжем он справляется неплохо, не вижу смысла переплачивать. Неплохое средство, крышечка, к сожалению, у меня потерялась, но неплохой бюджетный вариант для снятия стойкого макияжа. Еще одно средство, это у нас V-коллаген от бренда Manio. Мне этот крем привозила моя подруга из Кореи. Я могу сказать, что я купила уже второй флакончик, вторую баночку этого крема. Очень специфическая у него отдушка, конечно. Но давайте так. Значит, вот эта история про то, что кожи, увядающей кожи, в деформационном типе старения, в типе старения уставшей, который, да, мне кажется, это такой и микс, да, из этого. Значит, что вот этот крем, он напитывает вашу кожу, что восстанавливает коллаген, и вы будете выглядеть моложе. Нет, не будете вы выглядеть моложе. Я не знаю ни одного крема, ни одной сыворотки,
Я не знаю ни одного косметического средства ни у меня, ни в окружении женщин, которых я знаю, а у меня достаточно большое окружение из женщин очень разных, в разных странах. Нет такого вот средства, такого крема, который бы вас там, условно говоря, в 45 лет делал на 30 лет выглядящий или на 35. Есть разные средства, которые позволяют вашей коже решить какие-то локальные задачи, ну, например, там, сузить поры, снять раздражение, снять какую-то отечность, еще что-то, за счет чего вы выглядите получше, и вот достигается такой эффект, что вы выглядите свежее. Но конкретно вот прям моложе такого нет. Если вы со мной не согласны, и вы знаете, что существует такой уход, такие средства, обязательно поделитесь в комментариях, потому что, на мой взгляд, это очень субъективное мнение. Значит, омолаживающие процедуры — это только либо пластическая хирургия, либо инвазивные всевозможные косметические, значит, процедуры. Ну, есть еще аппаратная косметология. Вот я видела реальный эффект, и могу сказать, что да, вот они делают женщин действительно моложе. Но опять же, это временный эффект, который проходит. Почему я так долго об этом обо всем говорю? Потому что в любом случае этот крем, он кожу, конкретно мою, он делает ее, знаете, как будто он так вместе так собирается чуть-чуть. То есть, особенно если кожа сухая, пересушенная, вот этот уставший вид, вот этот крем мне этот немножко уставший вид слегка корректирует. То есть кожа кажется более напитанной, более увлажненной. Какого-то такого вау-эффекта от этого крема не жду. У меня еще есть сыворотка, но я уже купила себе второй флакон и продолжу дальше им пользоваться. В целом бренд по нем мне нравится. Так, что у нас здесь еще есть? О, румяна. Значит, мне очень нравятся румяна. У меня есть отдельное видео про румяна. Это бренд Пастель, Creamy Blush в оттенке 44 Blossom. Супер ходовой был у меня оттенок. Он такой немножко оранжевый, может показаться. Вот как здесь и видно, да, на самой... Вот. Он действительно такой оранжевый, но есть ситуации, какие-то образы, типа внешности, которым такой цвет идет. Мне нравится его смешивать, особенно летом. Если с каким-нибудь хайлайтером его смешать, прекрасно он выглядит. Румяна достаточно плотные такие, очень пигментированные, их нужно немножко. Но продукта здесь не очень много, но сам Пастель у меня практически полностью вся линейка, их есть все их румяна. Куплю ли я их еще раз? Да, куплю. Мне этот оттенок нравится. Он универсальный. Идем дальше. Батист. Драй шампунь фреш. Драй шампунь фреш. Что я могу сказать? Когда-то давно, много лет назад, я открыла для себя сухие шампуни. Батист пока мой фаворит. Если вы знаете лучше, обязательно поделитесь. Мне не нравится с Батистом только одно, что они выпускали кучу разных серий, значит, с разными отдушками, которые просто, ну, они какие-то термоядерные, понятно? Там они так сильно пахнут, и такой мощный от них аромат, знаете, мне кажется, даже производители антистатика уже отошли от таких ароматов, но Батист мне нравится, я бы, может быть, с удовольствием перешла бы на какую-то другую альтернативу, я пробовала какие-то бренды, вот а-ля в улыбке радуги, но такого эффекта, вот как Батист, к сожалению, пока я не могу достигнуть, поэтому вот. Еще один аромат у меня закончился, говорила о нем в прошлом видео, поэтому кратко скажу. Лоран Мацони Sensual Orchid, закончился у меня флакон, вот такой большой был, великолепный орхидейно-ванильный аромат. Очень его люблю, у меня уже есть ему альтернатива, как я и говорила, это Sensual Decadent, это аромат от того же бренда. Смотрю, пока тестирую, но аромат, конечно, мне очень нравится, очень женственный. Дальше, что у нас еще здесь есть? Так, вот, еще средство для волос от бренда R&Co, которое называется High Dive Moisture Shine Cream Hydration Balance. У меня была вот такая маленькая версия, я специально купила маленькую. Если вы знакомы с этим брендом, этот бренд очень распиарен в запрещенной социальной сети. Что я могу сказать? Бренд, кстати, неплохой. Другой вопрос, что средства, которые стоят, например, $30, у нас продают за 60. Но если вы пользуетесь сервисами типа Maildrop, вот заказываете за рубежом, да, и вам привозят сюда, то даже с доставкой, особенно если с кем-то объединиться, то вы можете вполне себе заказать эти средства и не переплачивать. У меня есть отдельное видео о том, как заказывать парфюмерию и одежду
и средства косметические. Правда, это видео было про 23 год. Оно, в принципе, актуально. Я оставлю ссылку в описании. Теперь про это средство. Оно заявлено как увлажняющее ваши волосы. Какого-то вот прям увлажнения я не заметила. То есть вот как были они вот такие, вот они такие и остались. То есть какого-то выраженного эффекта я не заметила, поэтому повторно это средство я покупать не буду. Дальше косметическое средство, которого мне очень, конечно, не хватает, это Maybelline Eraser. У меня он есть в темных оттенках, я схватила, а вот светлый не догадалась. Поэтому, когда у меня кто-то из знакомых, друзей, родственников ездит в какую-нибудь заграницу, то я могу попросить, чтобы мне привезли. Но пока нет, но вот это средство мне очень нравится. Это очень классный консилер, который перекрывает все, не сушит. На мне он нормально себя ведет, очень стойко. Я им очень довольна. Надо найти альтернативу. Я все думаю купить себе консилер у Наташи Денона. Но Наташа Денона это дорогой сегмент. Я все-таки хочу в масс-маркете найти какую-то альтернативу. Вот слышал какой-то консилер, по-моему, у Influence есть. Вот кто пользовался, обязательно поделитесь, потому что если бы была возможность, это средство я бы купила. Обычно у меня всегда самые светлые оттенки. 00, там 1 и так далее, но консилер классный. Так, что у нас еще? Вот, закончился у меня крем. Тоже Цикобиома крем от Max Clinic. Такой очень плотный базовый увлажняющий крем. Мне он, в принципе, понравился. Если я не найду никакой альтернативы, я возьму еще раз. Потому что, в отличие от тоника, он никаких раздражений у меня не вызывал. Крем достаточно плотный, он мне нравится. Но пока я покупать его не буду повторно, я себе в качестве альтернативы купила вот так это выглядит. Не пугайтесь, это не таблетки. Это увлажняющие такие капсулы от, значит, тоже бренда Balea. Называется это Feuchtig концентрат. Такие вот капсулы, вы их отсюда вытаскиваете, как таблеточку, вскрываете и наносите по лицу. Немножко они дают такой, конечно, по-моему, силиконистый такой эффект, но, по-моему, здесь силикона не заявлено. Надо будет вот посмотреть. В любом случае, то же самое. Просто стоит это дешевле, чем вот этот крем, который особо как-то увлажнения никакого мне не дал. Вот, поэтому вот эти вот ребята, надо еще их потестировать, поэтому они со мной переходят в 2025 год. Вот такое у меня получилось видео. Я от всего сердца вас поздравляю с наступающим 2025 годом и благодарю вас за вашу искреннюю поддержку. Я хочу сказать спасибо всем тем, кто смотрит меня, всем тем, кто ставит свой такой молчаливый лайк и никогда не комментирует, но я чувствую, что вот вам понравилось, да, тем, кто пишет и поддерживает, для меня это такая радость, я как ребенок радость, честно говоря, думаю, но все не зря, вот мы такой небольшой канал, вы потратили свое время, большое вам за это спасибо, потому что я это делаю от души, вот как умею, и мне хочется, чтобы вы смотрели мои видео и как-то отвлекались, может быть, от тех событий, которые происходят вовне, да, вот раз переключились, посмотрели что-то такое развлекательное, да, обратно переключились с более позитивным настроем, по крайней мере, вот так я задумывала свой канал. Я хочу пожелать вам крепкого здоровья, единомышленников в окружении, чтобы был мир в вашем доме и вне вашего дома. И благодарю вас за просмотр. Обязательно встретимся в 2025 году. Всего вам самого доброго.